Здрасте, дорогие товарищи. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Была такая популярная песня в советское время, даже очень популярная, во всяком случае, крутили ее по радио и телевидению беспрестанно. Наша сегодняшняя тема – это ВЛКСМ, попросту комсомол, Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Основан он был в ноябре 1918 года на своем первом съезде, и поначалу организация называлась РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи. Потом, я уже не помню в каком году, была она переименована в это самое ВЛКСМ. Про старые времена комсомола я, честно говоря, мало что знаю. Знаю только, что практически все до одного комсомольские начальники 10-х, 20-х и 30-х годов все были расстреляны. То есть там имеется список где-то примерно из 8-10 фамилий этих самых главных комсомольцев того времени. При Сталине были расстреляны абсолютно все. Потом, естественно, начались времена более спокойные, более вегетарианские, как говорится. Комсомол стал вполне себе такой безопасной организацией, и организацией, в которой состояли почти все, за редкими исключениями, советские молодые люди. Молодые люди – это значит в возрасте примерно от 15 до 28 лет. Я сам тоже состоял в комсомоле. Не могу сказать, что горжусь этим фактом. Стыдновато мне, честно скажу, что я там был. Но деваться было некуда, поскольку иногда в комсомол надо было там вступать, там записываться, какие-то сдавать экзамены, отвечать на вопросы и так далее. И вот этого я всего, конечно, мог бы избежать, сказать, что не хочу я вступать в вашу позорную организацию, а меня просто-напросто туда вписали, потому что на дворе стоял 1970 год, год столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И был такой ленинский призыв в комсомол, когда записывали буквально всех. То есть меня просто в один прекрасный день вызвали в какую-то, эту комнатку в школе, вручили мне комсомольский билет, по которому я должен был платить членские взносы в размере 2 копейки в месяц, красный с изображением Владимира Ильича Ленина в профиль, комсомольский значок. Все. То есть я был поставлен перед фактом, естественно, бросаться билетом и значком как-то это было стремновато. Проявил я некоторое малодушие, и состоял я в этом самом комсомоле с 70 по 77 год. Ушел после того, как закончил институт. Все, я просто тогда для комсомола исчез. То есть я больше нигде не становился на учет комсомольский, не платил взносы и так далее. В общем, растворился. И надо сказать, что это целиком и полностью сошло мне с рук. Никаких претензий, разборок и так далее со мной не было. Смылся, и слава богу. Возникает ряд логических вопросов. С КПСС понятно. Конечно, это была не партия, а это была, такая тоталитарная, фигня огромная, такой спрут тоталитарный. Но что такое был этот самый комсомол? Это не была партия. В Советском Союзе партия могла быть только одна, в стране была однопартийная система. Комсомол назывался боевым резервом партии, в общем-то, как-то примерно так. Вопрос, естественно, в том, а нафига вообще этот резерв нужен, если, по идее, в общем-то, партия и так была абсолютно всесильна. Я бы сказал, что, наверное, причин было, основных, по крайней мере, причин было 2. Первая причина заключалась в том, что молодежь, как известно, в любой стране это самая динамичная, самая непослушная, самая, в общем, такая вызывающая всякие сомнения и беспокойство часть населения. Самая бунтующая в том числе. Соответственно, комсомол во многом нужен был для того, чтобы вот эту самую бунтующую или, по крайней мере, бузящую
молодежь держать в узде, чтобы она, значит, знала какие-то рамки, чтобы можно было ею командовать, ею повелевать и так далее. Я думаю, что это была важнейшая причина, по которой вообще был создан комсомол. Вот для того, чтобы не давать молодежи распоясаться, постоянно, значит, капать им на мозги и с точки зрения идеологии, и с точки зрения дисциплины, и с точки зрения всего остального. То же самое сейчас имеет место в путинской России. Там какие-то эти юнармии, какие-то наши, молодая гвардия. Молодая гвардия, это, кстати, с советских времен пошло. То есть какие-то молодежные организации, которые маршируют, ходят по струночке, значит, заучивают всякие идиотские речевки и так далее. В общем, эта практика комсомольская при Путине возродилась в полном объеме. Ну, не в полном, конечно. Это я, наверное, преувеличил, потому что, конечно, сейчас далеко не все российские молодые люди состоят, значит, в каких-то этих юнармиях и так далее. Но стремиться к этому будут, попомните мое слово. Вторая причина состояла в том, что с помощью комсомола легче было использовать миллионы молодых людей в качестве такой послушной и гораздо более дешевой, чем взрослые люди, рабочей силой. Когда перед государством вставали какие-то такие очень серьезные задачи, которые требовали огромных человеческих ресурсов, а денег, естественно, всегда слегка не хватало, то тут же вспоминали про эту самую комсомольскую молодежь и бросали ее на всяческие ударные стройки, они так и назывались, ударные комсомольские стройки, скажем, Байкало-Амурская магистраль, или, скажем, поднимать Целину в Казахстане и так далее. Это все были такие вот достаточно авантюрные, не всегда нужные, но очень масштабные проекты, на которые в первую очередь бросали молодежь. Опять же, всякие такие достаточно сомнительные вещи, как, скажем, стройотряды, да? То есть, чтобы молодые люди в летний период не занимались всякой ерундой, не шастали по танцулькам, дискотекам, пляжам там и так далее. А чтобы они в это время строили там коровники, свинарники, копали землю и так далее. При этом даже получали за это не слишком большие деньги. Так что в этом смысле комсомол представлял собой массу такой послушной рабочей силы. Более того, комсомольцам внушали, что они герои, что они делают великое дело. Комсомол, кстати, в свою очередь руководил пионерской организацией, октябрятской организацией, то есть всякими совсем уже детскими организациями. Как относились в советской стране к комсомолу, комсомольцам, комсомольским вожакам, так сказать, которые назывались комсорг? Относились презрительно. Относились очень презрительно, и это было, в общем-то, заметно повсеместно. То есть, если партию, конечно, не любили, часто ненавидели, но в любом случае относились к ней серьезно, относились к ней как такой к реальной силе, побаивались и так далее. О КГБ я уже не говорю. КГБ это было просто страшно ужасно. К комсомолу относились сугубо презрительно. То есть все знали, что в комсомол идут самые бездарные карьеристы, то есть всякие способные карьеристы. Они шли или на партийную работу, то есть делали партийную карьеру, или они шли работать в КГБ, естественно, которое тоже имело массу всяких привилегий. Те, кто пожиже, они шли в менты. Самые блатные шли, естественно, по международной линии, то есть в Министерство иностранных дел, в МИД, в Министерство внешней торговли, Внешторг. Там, кстати, работали почти все дети советской партийной и КГБшной элиты. А вот самые такие в общем,
какие-то остатки, ошметки, вот они шли работать в комсомол. Единственное, что там было хорошо в комсомоле, что там ничего не надо было делать, зато можно было хорошо веселиться. По поводу безделья, кстати, вспоминаю одну хорошую историю. Это подлинная история, то есть ее рассказывал мне один как раз высокопоставленный комсомолец про одного своего коллегу, который был чуть ли даже не членом ЦК ВЛКСМ. У него был свой кабинет вот там вот в Лубянском проезде, где находилась ЦК ВЛКСМ. А делать парню было абсолютно нечего. И он целыми днями там читал книги, там, я не знаю, там что, дрочил, там, ну, черт его знает. А также он спал. Спал он, придав своему телу вот такую позу. То есть клал подбородок на скрещенные руки и таким образом дремал. И вот однажды случилась с ним незадача. Как-то вот эти самые ручки его распались, и он со всей силой ударился челюстью о стол и сломал себе челюсть, заснув на рабочем месте. Вот это вот очень хорошо характеризует комсомольскую элиту. Я знал, причем неплохо знал, одного главного комсомольца, который, собственно говоря, был даже первым секретарем ЦК ВЛКСМ, то есть комсомольцем номер 1 в Советском Союзе. Это был парень по имени Валера Сухорадов. Парень, в принципе, очень милый. Он такой был большой, грузный, смешливый, большой бабник, веселый такой был чувачок. И вот надо сказать, вот как вы думаете, он был главным в стране комсомольцем. Куда он пошел после этого? Значит, куда его карьерная лестница закинула? Думаете, в какой-нибудь там ЦК КПСС там или нифига подобного? Он стал директором фирмы «Мелодия». Фирмы, которая выпускала в Советском Союзе грампластинки. Ну и надо сказать, что в качестве директора фирмы «Мелодия» он был, в общем-то, вполне мил, либерален. И некоторые неплохие авантюры мы с Валерой Сухорадов в свое время провели. В частности, выпуск пластинки Пола Маккартни снова в СССР. С одной стороны, конечно, комсомольцы были циниками. С другой стороны, и я их использовал тоже довольно цинично. Потому что ребят все-таки они были молодые, все-таки, ну, где-то даже мои ровесники, старались быть модными, тоже там ходили в джинсах, там и все такое прочее, тоже были падки до модной музыки и так далее. И я в каком-то смысле этим пользовался. Ну, начиная с того, что все мои первые статьи, это было еще в середине 70-х годов, я печатал в журнале «Ровесник». Это был орган ЦК ВЛКСМ, журнал, посвященный жизни молодежи за рубежом. Но а молодежь это были в том числе всякие там Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd и так далее. И печатался в газетах. Сначала в газете «Московский комсомолец», потом в газете «Комсомольская правда». Естественно, только исключительно на музыкальные темы. Потом, опять же, по-другому это было невозможно, если хотелось, ну, хоть какой-то масштаб придать событию, я с помощью комсомольцев устраивал некоторые крупные рок-концерты и даже рок-фестивали, ну, естественно, всяких подпольных рок-групп. Но тут надо сказать, что с переменным успехом это все было, потому что комсомольцы, конечно, как правило, все эти комсомольские функционерчики, они были ребята очень трусливые, ненадежные, за карьеру свою боялись. Соответственно, бывали у меня случаи, когда в последний момент эти комсомольцы, значит, лапки кверху, партийное начальство, значит, что-то им такое говорило, а чем это вы занимаетесь, а нафиг вам это надо, прекратите, и они тут же брали под козырек. Происходил у меня такой довольно невнятный и достаточно недолгий симбиоз с ВЛКСМ. То есть это было, в общем-то, только где-то вот в конце 70-х
в самом начале 80-х годов, а потом я попал в опалу, был запрещен, и комсомольцы просто, естественно, стали меня обходить далеко стороной. Последним, наверное, таким более или менее крупным мероприятием, связанным с комсомолом, был фестиваль молодежи и студентов, который прошел уже в самом начале, на заре перестройки, летом 1985 года. Хорошее было мероприятие, прям скажем. И после этого все. После этого комсомол заглох окончательно. Какие-то более или менее способные комсомольцы, они все потихонечку ушли в бизнес. Сначала в кооперативы, потом там в какие-то фирмы, банки и так далее. Некоторые ушли в криминалитет. Кстати, из комсомольцев вышли некоторые достаточно известные люди, скажем, Михаил Ходорковский, насколько мне известно, был комсомольским работником. Вот. Некоторые такие бандиты видные, скажем, Сергей Лисовский такой, тоже начинали как комсомольцы. Ну а сейчас он вообще, по-моему, в Совете Федерации заседает. Если коммунистическая партия распадалась все-таки с какими-то воплями, стонами, скандалами, драмами и так далее, какие-то люди там с собой покончили, потом обсуждалось там вот это вот пресловутое золото партии, куда оно делось и так далее, то комсомол схлопнулся просто мгновенно, бесследно и так далее. И только его и знали, и след его простыл. И, пожалуй, единственное, абсолютно единственное, что осталось такого маломальски симпатичного от комсомола, это огромное количество комсомольских песен. Ну, по поводу «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», это я уже говорил. Ну, там были еще «Любовь, комсомол и весна», что-то там «Комсомольцы, добровольцы» и так далее. В общем, очень много было песен про комсомол, пели их всякие люди типа Кобзона, Лещенко, а также вокальные инструментальные ансамбли ВИА. Это была такая вот самая типичная комсомольская музыка. Сейчас, я боюсь, эти песни уже вряд ли кто-то поет, но мелодия осталась, да, ветерком в степи. Но я думаю, что больше ничего о комсомоле помнить и не надо. Уже постфактум про комсомол были написаны всякие смешные панковские песни, там «Пьяная, помятая, пионер-вожатая», «С кем теперь гуляешь ты, сука конопатая», или там «Лола, королева рок-н-ролла, для тебя проблемы пола не существовало», что-то там, секс там, бухло, рок-н-ролл, вот это и был для нас комсомол. И это правда. Все, ребята, счастливо. Следующий выпуск у нас будет посвящен ответам на вопросы. Ну, а потом продолжим популярную советологию. Еще масса имеется всяких интересных и интригующих тем. Меня зовут Артемий Троицкий. Это была очередная серия видеоэпопеи «Популярная советология. Поп-совет». Пока!